Всем привет! Сегодня самое время дать жизнь моему токарному станочку. Это станочек ИШ 1И 611П 1970 года рождения. Есть небольшая дилеммка, друзья. Для начала работы у меня в принципе все есть. Небольшое количество проходных отрезных резцов. Также какое-то количество сверел на первое время. А вот чтобы более-менее работать, мне необходимо заточить резцы. Но, к сожалению, сделать я это пока не могу, потому что не запущен точильный станочек. А вот и он, красавец. Сейчас мы займемся подключением. Есть у меня несколько точильных камней, но все они, друзья, не подходят по посадочному диаметру. И нужно выточить сюда две втулочки. В этом и заключается главная дилемма. Чтобы выточить втулочки, нужно заточить резцы. А чтобы заточить резцы, нужно выточить втулочки, установить точильные камни и отбалансировать. Короче, ребята, будем совершенствовать одним станком другой и наоборот. Ну, как в принципе и делалось так во все времена. Ручка резцедержателя смотрит не в ту сторону, она должна быть вот сюда, на меня быть направлена. Сейчас хочу разобрать, посмотреть, потому что это небезопасно. Она тут должна просто переставляться. Можно подстроить под себя, как удобно будет. Может быть, даже вот сюда. О! Вот так, я думаю, будет замечательно. Также нужно отрегулировать фиксацию задней бабки. Я ее снимал для перевозки. Это осуществляется внизу гайкой. То есть мы ее подтягиваем. Здесь две гайки регулировки. Одна гайка, которая расположена в задней части бабки, регулирует плотность прижатия бабки. Чем мы сильнее здесь закрутим гайку, тем плотнее будет ходить задняя бабка по направляющей. А гайкой, которая находится внизу, регулируется фиксация задней бабки. Не очень удобно туда подлезть, но это сделать нужно. По-испански. Ну да, небольшой зазорчик тут должен оставаться, чтобы бабка могла перемещаться. А при нажатии рычага там эксцентрик и нижнюю пластину просто прижимает к станине. И саму бабку прижимает к направляющим. В общем, ребята, нам нужно выточить переходную шайбу с посадочного диаметра 20 мм на посадочный диаметр 32 мм. Получается, под точильные камни здесь у меня у всех 32 мм посадочный, а на станке 20. Точить буду из дюроалюминия, есть у меня вот болваночки D16T. Так, все вроде готово. Ну и поехали. Это дичь? Это дичь? Дичь. Первая дичь стружка была уже. Сейчас заточил резец и думаю, сейчас дело нормально пойдет. Уменьшил обороты. Но у меня стояли на 1200. Поставил 630. Так, ребята, дичь. Короче, резал не в ту сторону. Ну, я вообще неопытный в этом деле. Пока мне не пришел друг по башке не дал. Эй, Ну ладно. дичь! Дичь!
Но будет потом с чем сравнить. Качественно получается. Продолжаем. Уменьшаем обороты. Оставлю самые минимальные. Есть. Добился нужного результата. Минус 1/10. Сейчас сниму фасочку. И мой шаблон будет готов. Теперь есть у нас шаблон, имитирующий вал. И сейчас попробую точно расточить внутреннее посадочное отверстие. Замер, ну что-то уже получается. Это мне уже нравится, так сказать. Значит, 32,5. Так, проверяем. Есть. Великолепно. А другой? И другой. Снимем фасочку небольшую. Ну и теперь нам нужно точно расточить внутренние отверстия. Шаблон вала у нас есть. Ими буду измерять. Уже очень точно. Примерно точно, конечно, штанги нам не померяешь. 16 миллиметров. 16 миллиметров. Изготовил временные самодельные подкладочки. Распустил линейку и стальную полосу. В общем, это нужно для того, чтобы выставить резец очень точно относительно центра. Это одно из самых главных правил при токарной обработке. Вершина резца должна совпадать с центральной осью токарного станка. Почти расточил, и теперь буду снимать буквально по 2 соточки, чтобы не проморгать размер, тем более, что у меня опыта вообще не хватает. Буду мерить калибром, то есть имитацией вала, которую мы выточили немного ранее. Ну что же ты не лезешь? Ну что же, когда же уже? О, почти. Не, в принципе, зашло. Все, ребят, готово. Очень плотненько. Есть? Отлично. Отлично. Так, все, ребят, теперь надо ставить отрезной резец. Отрезать детали, будет все готово.
поставил отрезной резец, подложил под него подкладочки, подобрал высоту, так чтобы вершина резца совпадала с центром. А есть! Есть, ребята, вот она первая выточенная мною деталь. Здесь надо немного обработать, сейчас зажму и сниму вот это лишнее, сниму здесь фасочку. А так, в принципе, все готово. Так, отлично, отлично. Так, ребята, вот что у меня получилось. Первая выточенная мною деталь в жизни. Но не судите строго, ребят. Будет с чем сравнить в будущем. Еще раз повторюсь, опыта у меня практически вообще нет. Учусь на ходу. Но я думаю, у меня получилось нормально. Сейчас пойдем проверим. Установим на место. Итак, друзья, самый интригующий момент. Смотрим, что получилось. Посадочка очень плотная. Отлично. Все отлично получилось. Вот так. Ха-ха-ха, есть. Так, нужно очистить здесь от грязи вековой. Ну и устанавливаем все на место. Ставим шайбу. Есть. Все, подключаем и проверяем. Все, работает. Ха-ха, есть. Все, ребятки, токарный станочек уже в деле. Вот такое немножко сумбурное видео получилось. Не судите строго. Это только лишь первые мои шаги. Будем и дальше совершенствоваться. Кому видео понравилось, поддержите пальцем вверх. Всем пока, друзья. До новых встреч.